Друзья, всем привет! Сегодня полезные советы, которые пригодятся дома и в хозяйстве. Так что присаживайтесь поудобней, погнали! Бывает такое, что проделанная коронка отверстия оказалась маловато. И сходу сделать отверстие больше не так уж и просто, так как сверлом уже не зацентруешься. Есть простое решение этой задачи. Просто берем кусок доски или фанеры и вырезаем лобзиком или пилой угол, как на видео. Затем позиционируем получившийся шаблон к отверстию и, прикладывая большую коронку к двум имеющимся сторонам шаблона, спокойно сверлим новое отверстие. При этом шаблон не привязан к диаметру отверстия, и его можно использовать с любой коронкой. Также это полезная штука при высверливании нового отверстия без центрующего сверла, например, в стене, за которой находится провод. Иногда приходится прикрутить саморез в недоступном неудобном месте. Для наглядности показываю на куске трубы. Саморез вроде магнитится к отвертке, но так и норовит упасть. Где-то что-то задели, потряслись руки и все, приходится начинать сначала. Чтобы так не мучиться, понадобится маленький кусок трубки, размером примерно со шляпку самореза. У меня от гидроуровня. Теперь, поместив саморез в трубку и вставив туда отвертку, саморез уверенно держится и не падает, что позволяет его удобно закрутить. Вот еще один способ открутить заклинившую гайку у болгарки. Обычно я откручиваю эту гайку, приложив небольшое усилие к самому отрезному диску. Но иногда при закусывании диска он сильно притягивает гайку, и руками уже не открутить. С аккумуляторными болгарками обычно не беру с собой специальные ключи. Поэтому берем обычный ключ и отвертку. Ключ вставляем в отверстие гайки и, вставив отвертку, как на видео, откручиваем ту самую гайку. Вот что делать, если разлилась краска на каком-то финишном покрытии, например, на ламинате. Можно, конечно, долго и нудно вытирать тряпкой, при этом изрядно испачкавшись. Но лучше возьмите сахар и хорошо эту краску посластите. Таким образом, основная масса краски скомкуется и легко удалится, а остатки уже можно стереть и тряпкой. Быстрозажимные струбцины очень полезная вещь, но можно сделать еще полезнее, взяв всего лишь канцелярские резинки. Снимаем вот эти пятки со струбцины и просовываем в отверстие резинки, завязав узлом, как на видео. Теперь у нас прокачанная струбцинка, к которой можно прижимать заготовку с торца. Друзья, вот таких несколько советов хотел показать вам сегодня. Если нашли для себя что-то полезное, то ставьте лайки и пишите комменты, что понравилось больше. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал в Telegram. Там тоже много чего интересного. Всем удачи и до новых встреч!